Всем привет на моем небольшом канале. Для тех, кто видит меня впервые. Меня зовут Яна, и сейчас я проживаю в Индии, городе Мумбаи, со своим супругом Халидом и маленькой дочкой Эмилией. Сегодня мы решили с супругом устроить для себя большое свидание. Свидание в необычном для нас месте, мы там никогда не были, и это будет наш первый раз. И прежде чем мы поедем, я хочу показать вам, как наша помощница Джешри готовит роти. Процесс очень такой сложный, на мой взгляд, но она отлично справляется. В следующем видео я вам покажу рецепт роти, мало ли вы тоже захотите приготовить их дома. Сегодня на дорогах творится просто какое-то безумие. Мы уже 20 минут пытаемся только выехать, и вы посмотрите просто количество транспорта на дороге. Вы однажды у меня спрашивали, как перевозят детей на мотоциклах. Да вот так. А вообще это огромная проблема на самом деле в Мумбаи. Пробки здесь везде. Я знаю, что в Нью-Дели такая же ситуация. И это просто нерешаемое. Хотя нет, наверное, это можно решить. Вот у нас, например, я вижу отсюда, я вижу дома, которые находятся возле Инорбита. Помните, я вам однажды показывала? 3 высоких здания. И получается, что до этого магазина от нашего дома совсем вообще ни о чем. Вот если сократить вот так напрямую, на дорогу тут никто не собирается такое делать. Почему? Потому что тогда слишком много людей будет ездить в тот район. А так это бы действительно разгрузило бы дорогу. Ибо выезд из этого района только по единственной дороге. Это если, знаете, кто проживает в Санкт-Петербурге и кто-нибудь был когда-либо в том же вот на Парнасе, либо в Кудрово, то вы знаете, что выезд из района только осуществляется по одной единственной дороге. Как, например, на Парнасе через мост. И вечером и утром там всегда просто дикие пробки. Посмотрите, как тяжело перейти дорогу в Индии. Что, Амелия? Сегодня мы решили поехать и поужинать в одном из южноиндийских ресторанов в Мумбаи. В общем, приглашаем вас сегодня провести вечер с нами. Не смотрю в камеру, потому что идешь и боишься оступиться на самом деле. Поэтому, простите, сегодня будет меньше зрительного контакта. В общем, это не типичный ресторан, куда мы обычно ходим. Это обычная индийская кафешка посреди дороги. Мы сюда приехали, нас пригласили на 2-й этаж, где работают кондиционеры. Кстати, очень интересный факт в Индии. В ресторанах, где работают кондиционеры, это может быть одно здание, один ресторан, но цены в меню будут разные. И люди, которые едят на 1-м этаже без кондиционера, платят чуть дешевле, чем те, кто едят в комнате с кондиционером. Masala dosa. Okay. This one.
Сегодня мы заказываем мою любимую масала досу. Посмотрите просто, какое количество различных дос. What is this? И вот это все цены. Oh, yeah. You like? Согласитесь, очень доступно. Очень доступные цены. Вон даже есть бургеры. Кстати, многие говорят, что в Индии нет супов. Нет, они есть, просто их не принято готовить дома. Помимо масала доса вы можете также заказать какие-то снеки, либо вот пенджабскую еду, котлетки различные, вот видите, индийские кебабы. Ну понятно, что дело там дал. И различные лепешки. Посмотрите, просто количество лепешек. Мама делает сетей. Мама делает сетей. И здесь даже продается мой любимый ласси, соки различные, молочные коктейли. И, конечно же, сладости индийские, посмотрите. Мороженое, в общем, все, что хотите. И, как я и сказала, цены очень приятные. Мне еще, знаете, что понравилось? Посмотрите, продаются фруктовые тарелки. Гляньте, фруктовая тарелка с мороженым 180 рублей, а обычная фруктовая тарелка 150 рублей. Ну, просто представьте, 150 рублей. Я помню, в России я заказывала фруктовую тарелку, она мне вышла рублей 700. И где половина фруктов были просто зеленые, и, в общем, было очень обидно. Coconut masala dosa. Как сказал Халид, будь готова. Мы всегда, когда покупаем еду в каких-то таких необычных местах, где обычно не покупаем, мы всегда готовимся к худшему. Но не в плане вкуса, а в плане, кто первый добежит до туалета. Это пао-баджи. Моя свекровь тоже такое готовит. Это с овощами, с помидорками, а это пао. В принципе, да, вот супруг говорит о том, что оно просто-напросто огромное количество масла. И тут тоже масло. Not bad. Кстати, пао-баджи можно приготовить будет и дома. Я вам как-нибудь покажу рецепт и также расскажу, как и в прошлый раз. Если у вас уже есть готовая специя для пао-баджи, если нет, то тоже какие специи добавлять. В общем, это очень вкусно. Okay. Wow. This is yours. Вот это вот, да, моя масала доса. Неудобно смотреть в камеру. Посмотрите, какая красивая. Это то, что я вам показываю, периодически мы едим. Только там это все уже упаковано и, как говорится, smashed. А здесь посмотрите, как здорово. Вот так на самом деле выглядит масала доса. Как жаль, что я не могу озвучить, вы не услышите. Очень похоже на блинчик, такой немножко поджаренный. И у мужа тоже масала доса, но только немножко другая. А это все то же самое, кокосовой чатни и овощной. Если вам не нравятся тарелочки, либо как нам здесь все это дело подают, вы знаете, на самом деле это так все не важно, потому что сейчас вот мы пили манговое ласси, и это было просто вкуснейшее ласси вообще, в принципе, в моей жизни. Они используют натуральный манго, не сок, не еще что-то, а именно натуральное манго, и это очень вкусно. How's pav bhaji? Очень вкусно. Не похоже на то, как на самом деле готовим мы дома. Готовим дома с меньшим количеством специй, но это тоже очень вкусно, несмотря на то, что островато. Кстати, один очень такой интересный лайфхак, который я использую. Если вы заказываете незнакомую вам еду, вы не знаете, будет ли вам остро, обязательно закажите молочный напиток, потому что молоко убивает специи и не так жжет. Внутри масала досы вот такая вот картошечка с горошком. И
И после еды нам принесли вот такую вот чеплышечку с горячей водой и лимоном. Это для того, чтобы смыть весь жир и всю грязь, что у вас осталось. Немножко переборщили, правда, действительно кипяток. Лимон вы выливаете сюда и пополоскали свои пальцы. И весь запах, все отсюда уйдет. И у вас будут чистенькие, свеженькие ручки. Не красота ли? Как махарани, да? Опа! Готово. Когда Халид заказал чай, я ему сказала, обязательно скажи, что принесли не 50 грамм, а нормально. Сказали, принесут нормально. Вот посмотрите, что-то такое. Но чай очень вкусный. Это просто потрясающий чай. Как тебе чай? Это очень вкусный чай. Мне нравится чай с молоком. И, конечно, масала чай это мой любовь. Любимый. Как чудесно сказал. На самом деле Халид говорит по-русски. Многие меня спрашивают, почему он не отвечает мне на русском. Он говорит по-русски, но так как он еще в процессе изучения языка, у него есть языковой барьер, и ему нужно какое-то время, чтобы сформулировать предложение. Поэтому пока мы все практикуем английский на слух, в общем, те, кто не знает английский, простите, но я для вас делаю субтитры. А так, конечно, русский язык, он очень сложный язык. О чем уж говорить. Я как-то раз учила китайский, это было несколько лет назад, и мой преподаватель по китайскому, он тоже был китаец, и он мне сказал о том, что ты жалуешься, что тебе тяжело учить китайский, ты не представляешь, какой ваш язык сложный. Поэтому да, это знаете, как я вспомнила сегодня такую шутку, я сейчас ее вставлю, вот прям правдивая шутка. А это дают постоянно после еды для того, чтобы освежить свой рот после специй. Очень интересно, сладенько. Здесь есть зира, другие конфетки, она такое мятно-сладкое. Мне не очень нравится из-за зиры, я не люблю зиру. Это на самом деле очень любит моя свекровь. Но, в общем, сегодня я решила попробовать. Мало ли, может, у меня вкусы поменялись. Нет, вкусы не поменялись. Мне также не нравится. Зато эта штука нравится Амелии. Они с моей свекровью сидят и постоянно ее грызут. Ну вот, получилось за 2 масалы досы пао баджи. Видите, мой маникюр. Я скоро это исправлю. Значит, в общем, 2 масалы досу пао баджи, дополнительная 1 булочка, 2 чая и манго ласти. Нам все это вместе, плюс налоги, нам это все дело вышло в 731 рупий. Посмотрите, вон там впереди нас едет пожарная машина. И большое отличие между Индией и Россией, что в России сейчас бы все раскидались по бокам. В Индии же очень тяжело пробраться, очень тяжело. Во-первых, мало кто хочет уступать место, даже если уступают, то не все. И просто даже некуда на самом-то деле. Вот как я и говорила. Вот посмотрите, они просто-напросто стоят сейчас в пробке вместе с нами. Чтобы вы понимали, прошло уже 10 минут, а пожарная машина до сих пор вот впереди за этой машиной. На самом деле это страшно. Если с тобой что-то случится, дождаться помощи здесь очень тяжело. Ну вот и все, друзья, мы уже наконец-то дома, отлично провели время. Я надеюсь, что вам понравилось наше мини-свидание, и в следующий раз мы возьмем вас обязательно с собой еще раз. Сначала я хотела продумывать для вас какие-то сценарии, то есть вот сегодня мы поедем и должны сделать что-то полезное, поедем там, посмотрим музей, поедем, посмотрим еще что-нибудь. А потом я подумала, ну посмотрим мы сегодня музей, а завтра эти музеи закончится театр, закончатся парки. И что дальше? Поэтому я приняла решение показывать вам непосредственно не только достопримечательности страны, в которой мы живем, будь то Россия, будь то Индия, какие-то интересные места, но также показывать нашу жизнь.
Вот так сегодня мы спонтанно собрались и поехали на свидание. Завтра, возможно, мы спонтанно соберемся и поедем снова в магазин, и я снова вам покажу вам что-нибудь интересненькое в магазине. Почему бы и нет? Это же ведь наша с вами жизнь. Поэтому я надеюсь, что вам все нравится. Пишите в комментариях, чего бы вам хотелось еще увидеть. И до новых встреч. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. И пока-пока.